солнце там 360 дней в году. Типа опасные районы Буэнос-Айреса вообще не опасные. Я такого вообще никогда не видела нигде. Слева пингвины, справа океан. Я очень мало вижу людей с рюкзаками на животе. В Милане смыло, тут, значит, подтопило, тут что-то погорело. Друзья, всем добрый день. Меня зовут Артем Лорес, и я являюсь руководителем компании Latino Russo. Сегодня мы пришли в гости к нашей клиентке Александре. Александра живет уже больше года в Буэнос-Айресе, то есть мы с ней еще начинали работать в 2022 году. То есть вот она переехала. И для тех людей, кто вообще планирует перебраться в Аргентину, интересуется миграцией, мы хотели вот записать такой подкаст в виде интервью с мигрантами, вот, с теми, кто уехал вообще, как им Аргентина, потому что многим людям, особенно кто живут либо в России, либо в Европе, то есть Аргентина кажется это какой-то там далекой, вообще непонятной, загадочной страной, там, в которой там живут люди, которые там ходят вверх ногами, как в Австралии. И мы хотим вот эту завесу мрака немножко рассеять, чтобы они рассказали, как они к этому пришли, что их здесь ждало, с какими трудностями столкнулись. Вот, итак, начнем, да, Саш, привет. Привет, Артем, да. Да, ну расскажи вообще, вот, почему Аргентина? Давай начнем с того, что в 2020 году поменялась ситуация, и я решила, что, значит, так, все, пора мне менять страну. Это было очень интересная затея. Вообще, изначально я планировала в Америку, но кейс о том, что визы стали приостанавливать, меня вообще не обрадовал. И случайно как-то в какой-то момент у меня клиентка рассказала, что она летит рожать в Аргентину. Я рожать не планировала и не планирую, но сам кейс, что вообще есть такая страна Аргентина, я первый раз тут все. Раньше заканчивать Аргентина, Ямайка 5-0. Какая Аргентина, какие там вообще другая страна света. Вот, сейчас вообще потрясающе, здесь я живу уже год. Подавалась я по ранте, и сейчас все это, ну, мы поменяли с тобой кое-что, да, но это уже как Артем, обращайтесь, потому что все очень круто, быстро решается. И вот, Аргентина вообще появилась случайно, я даже как бы не планировала сюда никак приезжать. Оказалось, Буэнос-Айрес это вообще потрясающий город, у него глубокая история, здесь много памятников архитектуры. Я лично такая немножко исследователь старого, и я прям залипаю. Здесь офигенные блошиные рынки, даже лучше, чем в Амстердаме и Париже, я когда была. Мне европейские рынки, что-то мне все время не хватало. Здесь вот этот вот налет старины, он для меня такой прям очень ценный. И я вот хожу там нет, не по помойкам, по блошиным рынкам буду выискивать всякие прикольные штуки. Тут же я, значит, нашла себе там буквально там за 300 рублей мы покупали одну ложку серебряную. Там набралась я, значит, серебряных ложек, какую-то посуду, какие-то такие, знаешь, фишки, которые потом прям приятно из них есть. Вот. И мне очень нравится. Мне нравится культурным слоем, мне нравится чистотой. Буэнос-Айрес очень зеленый. И здесь, в принципе, можно найти любую локацию. То есть, там, хочешь Китай, едешь в китайскую локацию. Хочешь больше Амстердама, едешь в центр. Хочешь культурное наследие, значит, куча, огромное количество экскурсий. Мы недавно ходили на колокольню, 30 метров от, значит, и вот такая вот круговая колокольня, вот такой проход. Были там в старом самом книжном магазине 1700-х годов, прям 1700. Купила себе какую-то старинную книжку на испанском 1826 года. Вот я такой коллекционер, значит, любитель. Что еще есть прикольно? Здесь вообще Буэнос-Айрес, он это такая 3 в 1 я называю. Это Европа, Париж, Франция, значит, Амстердам. Это Рига, это где-то Нью-Йорк и совсем чуть-чуть где-то вот Пуэрто-Мадеро, как Москва-Сити наш. И здесь офигенно, он маленький, компактный, и в принципе все есть для жизни. То есть что происходит вообще с Аргентиной? Для меня было сумасшествие это привыкнуть. То есть, что здесь они совсем другие, у них есть такое понятие транкило. Это когда ты спокойно, если начинаешь психовать, здесь транкилиада. И ты со временем действительно так успокаиваешься, такой, значит, все, ладно, значит, ничего уже не раздражает, очень долго все, несмотря на все, конечно, бывает, что 20 минут ждешь, бывает, что 40, а они их не смущают. Во-первых, никто не сидит в телефоне, заметил, да, то есть никого нет в телефоне, дети играют в футбол,
взрослые общаются глаза в глаза. Если кто-то сидит в телефоне, то он вот так. Ну или там что-то смотрел, отложил. Нифига не хочется здесь залипать в виртуальность, потому что солнце там 360 дней в году. И ты вот тебе не надо это делать, потому что нет стресса, тебя там по утрам птички поют. Оказалось, что типа опасные районы Буэнос-Айреса вообще не опасные. Хочешь, значит, какую-то Москва-Сити, идешь в Пуэрто-Мадейро или вообще там покупаешь билет в Уругвай, Парагвай и мотаешь одним днем туда-обратно. Вообще не... Вопрос только, ребята, с значит, легальной остановкой здесь. Ну, как-то доверяйте профессионалам, что называется, и кайфуйте, потому что возникает много моментов с миграсьоносом, возникают какие-то неполадки, которые помогут решить профессионалы. Вот. В этом прям большое спасибо, супер поддержка, потому что я ехала тоже одна с ребенком, с тинейджером, мы вообще не знали, что ожидать, мы в таком были шоке, потому что в шоку, потому что здесь не похоже ни на что вообще. Испанский язык не знаю, по-английски мало кто говорит, но тем не менее на пальцах все понятно. И такой народ, они прям тебя выслушивают. И для меня вот этот как раз был несколько первых месяцев шоком, потому что я такого вообще никогда не видела нигде. Потом получилось понять, потому что, они такие просто по натуре, как живут, так и кайфуют. Даже здесь нечем напрячься, здесь все далеко. Слева пингвины, справа океан. Дальше Бразилия и Венесуэла опасные, не все вылетают вообще из страны. При этом в стране есть все, начиная от ледников, заканчивая там запястьями пресной воды, сосновыми лесами, озерами, кстати, океан чуть на побережье, чуть дальше Буэнос-Айрес. Реки, рыба, много коров, хорошее молоко, хорошее мясо. Это так качественно, так круто, что оно даже перекрывает местный некомфорт. Например, здесь нет айфона. С компами айфоновскими сложно, но это можно решить. Ну, то есть они не продаются открыто? Они вообще не продаются, они как перекупы, кто из Америки летит или из Стамбула, вообще все знакомых. Но здесь ходит огромное количество 12-х, 11-х айфонов, то есть можно найти, в принципе. Ну, с учетом того, что сейчас уже 15-й вышел. Вот тут. Далековато, да. Но Хорошо. тебе не надо, понимаешь, что ты как бы для работы, окей. Вопрос, скажи, а что с языком? То есть у нас просто многие очень клиенты, то есть для них это каким-то стоп-фактором является. То есть, там кто-то знает английский, естественно, русский понятно. То есть, я не знаю испанский, как я буду там жить. Вообще наплевать. Они настолько адекватные, они тебе на пальцах объясняют. Достаточно открыть там писаться, тыкнуть пальцем этот адрес. Или на каком-то своем ломаном английском что-то попытаться донести. Выслушают, поймут. Они привыкли, потому что Буэнос-Айрес это еще в том числе и туристический город. Здесь в туристических районах по улочкам, по туристическим много англоязычных сейчас речь стала. И, кстати, упала очень сильно преступность. Я очень мало вижу людей с рюкзаками на животе. Вообще нет. Кстати, я тоже почти не видел. Нету просто. Несмотря на то, что сумасшедшая инфляция, те, кто живут на доллары или на рубли, в принципе, никаких ограничений ты не испытываешь. Ты можешь здесь работать удаленно и кайфовать, дальше продолжать жить, да? Единственное, что будет подбешивать, возможно, это долгая, длительная какая-то местная история. Значит, один день они подумали, второй они придумали, на третий, дай бог, сделают. Да? Есть такое, да. И это тоже закрывается нашими специалистами, потому что в последнее время сюда много приехало людей, русских мастеров, в том числе нейлс мастеров, ногти, бьюти-сферы, стрижки, массажи, что хочешь. Люди специализируются, на перевозках, на трансферах, на починить кондиционер, надо делать что-то в квартире, потому что у местных, конечно, руки с одного места. И они, конечно, действуют по нашим привычкам, да, как я сказала, сделают, то есть не на третий день, а на следующий. При этом все демократично очень, если брать тоже миграционность, мы ходили с вашей этой девочкой, и я посмотрела, как это все делается, это очень круто, потому что нет никакого напряга. То есть они все сидят в развалочку, перуанцы тоже, какие-то ребята. И вообще никаких вопросов не возникает. Если ты забыл какой-то документ, ты несешь завтра. Плюс все максимально близко. То есть у меня там 30 минут на машине, это другой конец Буэнос-Айрес. А до того же, официального пункта доехать 20 минут, 15 без пробок.
Мгм. Все. То есть город максимально очень комфортный, суперский. Смотри, а если, допустим, по ценам вот сориентирую, ну, к примеру, вот там мама, папа, там, сын, к примеру. Ну, сейчас То есть подросло. сколько грубо вот так надо на семью, там, ну, в сравнении с Европой, потому что у нас в основном клиенты все-таки из Европы едут, то есть, ну, вот если человек переезжает, ну, или из России, допустим. Я даже. много видела еще между друзья, очень многие из Дубая приехали, даже клиенты. Ну, Дубай там вообще ценник. Давай доллар, да? Ну, это аренда квартиры, допустим. Вот я хочу снять себе там, допустим. Слушай, если ты прям не хочешь жить в Обелиско или там где-то в центральных районах, типа, давай возьмем Палермо, ладно, самый распространенный вроде как. Но я не люблю Палермо, сейчас объясню почему. Блин, от 700 до 1000 долларов. Это спальня плюс зал, да? Да. То все равно надо быть готовым к финансовым затратам. Лучше всего снимать квартиру без мебели, потому что бывает, что нужно заплатить, короче, агентству с той стороны депозит и 2 месяца, чтобы дождать с той стороны хозяина квартиры уверенность, что ты не платежеспособный товарищ. Например, есть ребята, которые супер невероятную какую-то квартиру о 6 комнатах сняли в Палермо. Она выглядит как музей. Там все вот бюсты, значит, картины. Стоимость, по-моему, 3500 долларов за месяц. Они проверили у них все. Причем в доме живут старожилы Буэнос-Айреса, такие семьи, которые давно там. Кто-то вот, все прекрасно знают английский. Дети учились в Америке, значит, престарелые парочки. И вот они, значит, либо в одной квартире. Обычно, живут престарелая парочка здесь, а их дети учатся либо в Италии, либо уже свой бизнес в Америке подкрывают. Вот в таком доме. И они проверили всю их подноготную, там, начиная от банковских счетов. И это нормально, я вам скажу, потому что хозяева квартиры тоже хотят быть уверенными в том, что... Ну да, с квартирами дешевыми. Знаешь, с чем сталкиваюсь? Вот какой-то процент наших сограждан, значит, начинает лезть со своим уставом в чужой монастырь. Вот это вообще, ребят, забудьте, потому что у местных, у них немножко такая маньяна, они по-другому живут. Это не Нью-Йорк и не Москва, здесь другой темп. Магазины работают до 6, да, какие-то хозяйственные. И если не успеваешь там до 5, тебе как бы на завтра все равно приходится все переносить, да. Плюс люди очень уважают выходные, они прям семьями выезжают и пьют маты на речке сидят, да? Они умеют отдыхать. Ну, то есть вот эту вот гонку оставить там, откуда вы приехали. Вот так вот, наверное. Потому что все-таки это другая страна, и пробовать ее переломить под себя не получится только. Он, смотри, вот человек, допустим, живет там где-нибудь в Европе, условно, там. Зачем ему менять там, условно, свою там, Европу вот, на Аргентину? Какие вот плюсы? Ну, ты пойди сейчас в Европе, получи ВНЖ или паспорт. Ну, почему-то у нас многие люди абсолютно, вот я не знаю, откуда вот информация берется, ребят, если среди вас есть такие вот, кто считает, что ему в Европе почему-то кто-то обязан там выдать за полгода там европейский паспорт, вот, или там, не знаю, живут с ВНЖ, то есть, и вот хотят там через какое-то время получить паспорт, то есть, вы реально считаете, что в нынешней политической ситуации в Европе что-то реально? Давай расскажи. Это личная моя боль, как-то, мягко говоря, странно. Ну, смотри, я проводила блиц-опрос я познаю большой широкий круг общения и по профессии, и вообще в принципе. Мне нравится тусить, общаться, то есть про что-то поговорить. И на всех встречах комьюнити, здесь, кстати, очень много разных комьюнити появилось в последнее время, то есть сюда даже много село приезжают. Какие-то нереальные кейсы о том, что... И сюда, кстати, доезжают знаменитые артисты, типа, там, не знаю, Бейонсе, каких-то диджеев. Слушай, это круто, на самом деле. Культурная жизнь здесь топ. Ну, раз в 3 раза в год, 4 раза в год мы можем себе позволить заранее просто видишь билеты. Окей, вернемся к нашей теме. Далеко. Здесь не все, как бы... Европа близкая, на мой взгляд, геополитически. Я не знаток геополитики, но она как-то сейчас находится как будто в каком-то вот таком месте, не то чтобы который под риском, знаешь, а вот, как будто они заморочены своими проблемами. Вон там в Милане смыло, тут, значит, подтопило, тут что-то погорело. И какая-то странная климатическая повестка о том, что вот Европа сама по себе, она внутри своими сейчас сложностями занимается. Там у нас была волна, да, ребят с Украины. У нас была история, сейчас начинается, значит, история с Израилем, там, да. Как-то не слышу я успешных кейсов в последние полгода о том, что все прям вот зашибись получают ВНЖ и гражданство. Хотя некоторые компании, я точно знаю, что предлагают это все, но я бы на это на все сильно не рассчитывала.
Слушай, ну честно, по Европе, да, то есть я профессионально этим занимаюсь уже 3 года, да, то есть очень много кейсов и Кидалова, то есть тоже часто Болгарию говорят, что вот нам Болгарию там за год. Я общался с человеком, который это делает, то есть он говорит, за год вы в жизни не получите. Это рассказывает все за 9 месяцев, 3 года минимум, да, это все подделка документов, там они рисуют, в общем, да, не будем уже углубляться. Больше скажу, даже здесь за год вы ничего не получите, можете сразу не ехать. Здесь надо, Аргентина это та страна, в которой надо жить, чтобы что-то вообще получить. Проблем с ВНЖ и ДНА у меня не было. Ну, то есть ты все получила, все окей? Да. Ну, Мы так классно сделали, тут у нас есть уже свои юристы. Я просто на связи постоянно, поэтому я уже считаю, что это мой юрист. Вообще, это юрист компании Latina Rus. Вот, и у меня не было проблем. Я знаю, что если некорректно оформляют документы, например, где-то путают, то самостоятельно это дольше и сложнее, больше денег потом в итоге тратят на тех же адвокатов. Подтверждаю. Вот. То есть лучше воспользоваться тем, кто знает это все, включается, и тогда ты экономишь свое время и ресурсы. Окей, смотри, ну а вот ты с сыном переехал вообще, я насколько знаю, сын вообще не знал испанский абсолютно, то есть потому что у нас многие люди с детьми, вот одно из частых возражений, я не знаю испанского языка, как я буду там работать, вот, как я буду с людьми общаться, вот, как, допустим, вот ребенок у тебя влился в эту всю тему, то есть, ну, ты в школу устроила, там, он как работать или учиться? Нет, учиться он, да, сын. Здесь вообще никаких проблем нет, главное, чтобы это была желательно частная школа, чтобы была. Уровень образования здесь пониже, чем в России. В российских школьников берут без проблем вообще. Мы закончили 7 класс, перевели в секундарию, это высшая школа уже, типа 8, 9, 11 класса наших. Домашних заданий здесь нет. Вообще, если брать уровень образования, то он достаточно такой не очень сильный, ровно до секундарии. Дальше секундария, как говорит, масса мэна, а вот в институт поступишь ты или нет, это будет уже полностью твоя ответственность. И они так домашние задания не сдают, а в УБУ поступить 50 человек на место. Да. И первый год остается что-то порядка 40%, по-моему. Те, кто не привык работать и учиться голова не возит, мы в итоге приняли решение, что мы еще будем учиться удаленно в российской школе, правда, год пропустили, чтобы просто иметь кейс, чтобы он просто не сильно глупел. Ну, по квартирам примерно плюс-минус понятно, там 700, где-то там $1000. Там. Вот, а если, допустим, там по еде, то есть по одежде, вот сколько вот тратит такая среднестатистическая семья там из 3 человек, то есть вот, если в долларах? В долларах 80 тысяч песо. Ну, то есть, не знаю, $600 на семью, вот так вот, вместе с ресторанами, вот так. То есть, плюс, соответственно, квартира, да? Ну, это еда, плюс, поездки, там, те же поездки на такси. Я за год в метро была только 2 раза. То есть, такси, кстати, подтверждаю, здесь очень дешевое. То есть, от 200 до 500 рублей, да. Вот я не могу уже себе представить жизнь без такси, причем здесь можно так, как в Нью-Йорке, поймать с руки. У них есть такая специальная табличка, Либертен, прям светится красным или белым, ты прям издалека видишь, ты махаешь уже там. В этом смысле вообще no problems. А автобус, местное сообщение тоже, автобусы есть в ближайшие города, очень удобно. Транспортное сообщение через поезд, тут просто, я не знаю. Вот, кстати, в отличие от всех латинских американских стран, здесь с транспортом очень хорошо. От $600 на двоих, это прям, На троих, нет, если мама, папа и ребенок. Нет. То есть, условно... 1000, кто-то живет на 300 на троих, понимаешь? Это вообще, мне кажется, экстремальный уровень. Просто люди дома готовят. Если мы экстрим не берем, то есть, грубо говоря, там, на $2000, то есть, в принципе, можно себе вполне себе. Семью из троих на $2000. Да. Шмотки здесь особо не нужны. Куртку купишь себе там, с кроссовки, потому что зима себя представляет максимальная 5 градусов. Это прям за все вообще. Минимально, да? Да, в смысле, максимально минимально. Я ходила всю зиму в пальто. Единственный момент, что квартиры могут быть такие своеобразные здесь. И лучше выбирать квартиру с теплым полом. Тогда вам будет покомфортнее зимой. И если брать одежду на зиму, то обязательно, чтобы она была
ветронепроницаемая, то есть это важнее, потому что здесь дует ветра с Антарктиды, и они прям промораживают до костей. То есть я еще заметил, знаешь, часто у людей, вот, которые там из России, допустим, из Европы, то есть они говорят, что вот Аргентина какой-то перевалочный пункт, ну, грубо говоря, только за паспортом. Ну, лично по мне здесь очень круто, очень кайфово, то есть вот Буэнос-Айрес прям вообще, ну, очень интересно, то есть это вот у меня ощущение, когда я шел по улицам, тоже ощущение было, что я в Париже, там, или, не знаю, в Афинах, или еще где-то, да. Вот. И даже если взять ту же Москву, там, ну, она очень сильно морально выматывает, то есть, и эмоционально, то есть, ты ощущение, что ты не живешь, вот, а там... бежишь постоянно. Да, бежишь постоянно, да. Вот, не жалеешь ли ты, что все-таки вот променяла Москву, пусть, да, там, более она вылизана, более, наверное, урбанистично такая, вот, на Буэнос-Айрес, такой разгильдяйский такой, вот, ну, как хиппи, грубо говоря, потому что вот здесь многие клиенты, с кем мы общаемся, встречаемся, то есть, кто у нас полетел в Аргентину, то есть, я встречал, допустим, человека в Москве, он один был, сюда там приезжаешь, там, через полгода встречаешь человека, вот, он вообще там уже как такой Джон Леннон такой, знак Пацифики, там, вот, уже там все такие ребята в доску свои. Да, вот, не было ли тебе сложно, вот, когда ты из Москвы, условно, выехала, вот, сюда приехала и вот в эту атмосферу попала? Ну, ты так представляешь, как будто атмосфера вот прям зашибись, такая, все, здесь все хиппи, растаманы, нет. А взять Пуэрто-Мадеро абсолютно деловой квартал, люди в пиджаках ходят иногда и встречаются на БМВ, и как бы здесь очень многослойный и многополярный. Здесь, как я боюсь, что как в Нью-Йорке, как в самой Америке, да, в северной, так и в южной, ты можешь найти, в принципе, локацию по твоей душе. Вы можете в китайском квартале, но не рекомендую. Обычно все наши тусуются в Палермо. То есть Палермо это такой прям центр типа нашего, я не знаю, ну, Патриков, наверное, да. Есть там несколько улочек. Не в смысле стиля, а в смысле вот такой вот какой-то бизнесовости, типа. И встречаются разные люди. Бывает там пиджак одета, бывает там в джинсах и футболке, да. Ну, то, что ты не выпадаешь, получается, то есть, если Нет. ты можешь сохранить здесь какой-то московский ритм, такой стиль, да? Да, ты больше ритм московский сохранить и стиль. Но будет тебя иногда касаться этот ранкивый маньяк, но в основном там со стороны аргентинцев. Но опять, смотри, как ты зарабатываешь, здесь бизнес строить, конечно, у тебя будет поправка на местный менталитет. Если ты онлайн зарабатываешь, у тебя онлайн-бизнес, тогда какая разница, да, то есть, что называется, только научиться рано вставать и там подстраиваться под это. Но для меня это вообще не вопрос, я очень мега адаптивная, и мне как бы вообще при желании можно сделать все, да, мы с тобой знаем. Вот, и, соответственно, здесь, конечно, да, здесь комфортно жить. Не пытаться сбежать отсюда, а жить. Более того, если вам доход позволяет, вы можете даже летать в Россию раз в полгода, в этом, ну, или в Россию, в страны СНГ, там, куда-то еще, откуда вы, да. Никаких вопросов, вообще сложностей с этим нет. У нас Давайте я буду говорить про Россию, потому что я из России, да. Аргентина, Россия, нет даже визового контроля. То есть ты как бы просто садишься и просто летишь. Это круто. Был еще один кейс, я просто работаю, у меня две профессии, я работаю с людьми и с людьми онлайн. То есть я когда работаю вживую, например, я выезжала на сессию клиентки, я психолог, если что, телесник. И высокая башня, мы адаптировали ее после родов, ну, там не были, там, не суть, да, личный запрос. И мы с ней занимались, и такие, хопа, такие встали, и тут вот у них высоченные окна, ну, так где-то от середины бедра до... И вот так вот два орла, вот так, раз и два. И я в этот момент, я прям аж у меня аж челюсть. Я восприняла это как знак, да, что мы хорошо поработали. А вообще, ребят, ну, то есть круто, когда лето наступает, сейчас как раз весна, примавера, здорово, если там поснимаешь, что-то покажешь людям, подписчикам. И здесь прям птицы, прям в парках птицы, чистая вода, вот это вот, здесь нет вот этих вот грязных голубей, пьяных воробьев, там. Здесь открываешь окно, и ты слышишь пение птиц с утра. Вот это вообще, это для меня было таким открытием, что можно просыпаться даже в Палермо, даже в тихо, ну там все равно тихо, под пение птиц. Вообще это было какое-то сумасшествие. Кайф, класс. И, ребят, символ Аргентины, если что, это этот орел кондор называется. И тут над полями летают такие величественные птицы. А для меня это только знак благородства и красоты этой страны. Поэтому приезжайте, вообще не парьтесь, если у вас стоит вопрос. Даже если Аргентина на какое-то время промежуточная страна, то все равно здесь очень классно и комфортно. Да, Саша, спасибо тебе большое за интервью.
Я надеюсь, кому-то это поможет принять решение приехать в Аргентину, кому-то жить на ПМЖ, то есть кто-то приедет там, чтобы родители получить гражданство самому, то есть по каким-то другим программам. Вот, либо вы просто, возможно, захотите приехать в эту прекрасную страну, попутешествовать, посмотреть, пожить здесь. И, поверьте, это того стоит. Вот. Ну а кому интересно оформление аргентинского гражданства, возможно, роды в Аргентине или легализация другим способом, то welcome, обращайтесь к нам. То есть моя команда Латино Руссо с удовольствием вам поможет. Вот, сделаем все честно, адекватно. Рекомендую Артема, компанию Латино Руссо. То, где вас могут провести за руку, да, чтобы вы просто наслаждались жизнью, ничем не парились. Спасибо тебе большое. Да, спасибо. Очень здорово, ребята, welcome, здесь хорошо, а с компанией Латино Руссо еще лучше. Спасибо, приятно. Да, друзья, и если кому-то будет интересно узнать подробнее про гражданство Аргентины, про то, как сюда попасть, про то, какие вообще возможности, варианты легализации есть, то, пожалуйста, обращайтесь. Вот в описании под этим видео будут все ссылки на наши соцсети, на WhatsApp, на Telegram, на сайт. Оставляйте заявку, пишите, наши менеджеры с удовольствием вам все расскажут. Ну и по традиции, ребята, очень прошу, оставьте какой-нибудь комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, потому что мы сейчас канал развиваем, и нам это очень важно. То есть обязательно, чтобы был интерес пользователей, это для алгоритма YouTube. То есть вам это будет несложно, а нам будет очень полезно, и мы будем радовать вас в дальнейшем нашим интересным контентом, потому что сейчас мы занимаемся легализацией в Аргентине и в Парагвае, то есть на будущее у нас вот на следующий год планируется еще Бразилия открыться, вот, и в будущем планируем еще Чили, Панаму, то есть Мексику, у нас вот такие планы грандиозные. Поэтому мы называемся Латино Руссо, то есть мы не ограничиваемся только Аргентиной. Вот. Мы будем экспансию открывать для наших людей страны Латинской Америки. Увидимся в следующем ролике. Пока.